Всем здравствуйте! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Вот такую огромную посылку я сегодня получила. Тут много фурнитуры, и премиум качества, и попроще, цепи. Хочу поблагодарить всех мастеров, которые делают подобные распаковки. Благодаря вам я нахожу великолепные материалы для своих работ. На Алиэкспресс сейчас распродажа. С 24 по 29 ноября Черная пятница и большие скидки. Но иногда продавцы наоборот завышают цену, чтобы продать свой товар. Вот такую лаву я заказала. Я, конечно, не ожидала, что они будут такие маленькие, но в целом пришло все правильно. Это лава 8 миллиметров. Здесь продавец указывает, что 62 штуки присылает. В принципе, я посчитала, все сходится. Единственное, что как будто бы маловато нитка. Это буквально только вот на браслет. То есть это не полная нитка, это полнить получается. Вот такие цветные мне очень понравились. Они матовые. В общем, в целом я довольна. Так, немножечко отодвину, а то очень много в кадре всего. Так, давайте перейдем к фурнитуре премиум класса. Вот такие коннекторы коньячного такого красноватого цвета я заказывала давно. Они мне очень понравились, и я заказала еще 2 цветов. Их в позиции по 10 штучек. И посмотрите, какая прелесть. Такие желтые я заказала для бус с цитрином. Ну и в принципе синие тоже подойдут. Прелестные. Приходят хорошо упакованы в таких мешочках. По 10 штучек. Еще я заказала подвески. Думаю использовать для бус с аметистом и цитрином. Покрытие CS Gold. Прекрасные кристаллы. Смотрите, какая красота. У меня нет слов. Очень хорошие и интересные подвесочки. Я видела у кого-то в распаковке, и мне очень захотелось их приобрести. Все эти покупки я сделала 11.11. Заказала комплект из 5 пар швенц. Швенцы с покрытием под CS Gold, с кристалликами. Замечательные швензы, мне они очень понравились. Их пришло, как и заявлено, 5 пар. Замочки хорошие, с характерным звуком. Немножечко болтается, но в целом я думаю, что не критично. Из них я уже сделала 1 пару серег таких. Мне кажется, довольно-таки замечательно смотрится. Еще микс коннекторов разных цветов, прямоугольнички, тоже под CS Gold. Мне очень понравились эти прямоугольнички. Можно и
серьги сделать, допустим, подвесить какую-то бусину. Как-то так. Единственное, что парных кристаллов всего один цвет черный. Но в целом я микс специально заказывала, чтобы посмотреть, какого качества. И потом буду уже заказывать, какие цвета мне понадобятся. Прекрасные коннекторы, я считаю. Поближе вам покажу. Такие замочки. Очень симпатичные, по-моему. Единственное, что застежка неимоверно маленькая. Одной рукой, скорее всего, закрыть будет очень сложно. Но в целом замок выглядит красиво. Еще заказала, даже не помню, что это. По-моему, это для подвесок бейлы. Они со штырьком идут в комплекте. Довольно-таки неплохие бейлы. Я не вижу прям видимых дефектов. Тут немножко потертости на замочке на самом. Но в целом выглядит хорошо. Возможно, я не буду использовать эти штырьки, но сами бейлы мне очень нравятся. Неплохая позиция. Еще заказала шапочки. Уже многие мастерицы их заказывали. Тут ничего специального нет. Такие под CSGO. Я заказывала их, чтобы сделать серьги. Допустим, вывешивать бусину сверху и одевать вот так сверху шапочку. По-моему, смотрится очень красиво. Еще пришли вот такие проставочные бусины, не знаю, как их назвать. Они для проставки между бусин. Вот так это будет выглядеть. По-моему, довольно-таки достойно. Конечно, одну надо потерять. Ну, как-то так это выглядит. Так, фокус. По-моему, довольно-таки достойно. В золотом и серебряном цвете. Замочки, карабинчики под CS Gold и серебро. Либо это родий, скорее под родий, потому что серебро такое светлое. Надолго останавливаться, думаю, не стоит. Все заказывают эти замочки. Самые обычные, стандартные.
Качество у них вроде хорошее. Наконец-то пришли мои гематитовые проставочки. Заказала 3 нити под серебро, хотя нет, под родий, под золото и под медь. Вот такие прекрасные чипсинки пришли. Я прям в предвкушении из них что-нибудь сварить. Затворить, створить, не знаю, сделать что-нибудь из них. Еще пришли вот такие проставочные бусины. Я думаю, на них тоже останавливаться не стоит. Все уже их видели много раз. Голтовочка. Я так думаю, что это индийская яшма, хотя на странице продавца написано, что это агат. Вот такой зелененький. Цена очень бюджетная. Вот, я брала дороже. Сейчас на Черную пятницу еще скидка есть дополнительная. Приблизительно 100 рублей. Но учитывайте, что тут есть прям совсем маленькие сколы. То есть нормальные бусины, а есть прям совсем малюсенькие, вот такие, например. Ну что это такое? Это не знаю, можно ли вообще использовать такое. И вот такие. Тут вообще на честном слове держится. Вот такие, например, маленькие бусины. Я брала для вышивки, поэтому думаю, что использовать можно и такие бусины. Вот, в сравнении с моей рукой бусинки выглядят как. Так, что еще у нас осталось? Ага, цепи. Давно хочу сделать себе какое-нибудь украшение с цепочкой. И решила заказать огромное количество различных цепей. Такие. Сейчас вам все покажу. Значит, вот эта цепочка под CS Gold, но тут вот эти колечки, они не разъемные. Разъемные только вот эти 8-очки. Но мне, в принципе, этого и хотелось. Я хотела такую цепочку. И мне она очень нравится. Прекрасная цепочка. Вот, и такая же цепочка под родий. Мне кажется, я заказала у другого продавца вот эту цепочку. У нее тут 3 петли. Сейчас размотаю. Вот такая прекрасная цепочка. Буду делать сутуар какой-нибудь. И все покажу.
еще взяла вот такую цепочку. Это скорее удлинительная цепочка для замочков. Вот такая деликатненькая. Есть не очень приятный нюанс, она тоже неразъемная. И еще мне пришла вот такая цепь. Я не знаю, зачем я заказала такую огромную. Я не ожидала, что она примет такого большого размера. Причем здесь звенья разъемные. Ну, даже вот эти вот колечки и восьмерочки, мне кажется, тоже разъемные. Ну, хотя цепь выглядит красиво, может быть, я какой-нибудь футуар с ней сделаю. Вообще хорошая цепь, мне даже нравится. Внезапность, внезапная внезапность. И наконец пришли мне кабошоны. Спасибо всем, кто помог их найти. Вот такие стеклянные кабошончики. Еще раньше я делала кабошоны с зайцами. Они пока у меня еще в работе. Все никак руки не дойдут их обшить. Кстати, вот к этому зайцу я нашла в пару вот такой камушек. Я думаю, неплохо будет его обшить, добавить немного кристаллов и подвесить сверху. А снизу вот кабошончик будет. Так. А с этими малышками я обязательно что-нибудь сделаю. Еще не знаю что, но идеи есть. Так, а теперь хочу показать вам старый свой комплект. Не знаю, кто-то из девчонок, из наших рукодельниц показывали свои старые работы. И я решила тоже достать одну свою старую работу, которую я вполне думаю, возможно переделать. Не все предметы, но что-то. В комплект входит вот такой браслет, крупный камень лабрадорита, кабошоны лабрадорита, кристаллы, бисер и жемчуг. И есть немного стеклянных бусин. Мне этот браслет очень нравится. Его я переделывать, скорее всего, не буду. Но если присмотреться, пришиты детали не очень ровно. На тот момент это мой самый первый комплект, который я сделала. Я сделала его еще в январе этого года. Застежка здесь довольно-таки обычная, просто карабинчик. Колье. У колье уже потемнела фурнитура. Вот эти бусины серебряные, они уже довольно-таки темные стали. Вот, потом потемнели листики, поэтому надо будет, скорее всего, заменить фурнитуру. Хотя сами бусины шикарные, они мне очень нравятся. У большинства бусин есть иризация. Вот такая голубенькая. Хотя качество среднее, но некоторые бусины с довольно-таки яркой иризацией.
И сам кулон тоже камни лабрадорита. Тоже есть небольшая иризация. Там такие как будто блесточки. Не знаю, видно вам? Так вот, кулон нужно будет переделывать, потому что вот это соединение через одну бусину явно плохо выглядит. Такое хлипкое. Потом мне не нравится, что вот тут очень сильно видно фетр. Еще вот такие серьги. Их я тоже думаю переделать. Немного неровно, задник неаккуратный. Вот здесь не очень удачное крепление, все это хлипко. А вот здесь вместо пинов я использовала булавки. А вот здесь махрица нитка. В общем, вот так выглядит мой первый комплект украшений, который я сделала сама зимними холодными вечерами в январе месяце этого года. Не знаю, может быть, на меня ковид так повлиял, что я решила заняться рукоделием. В целом мне комплект нравится до сих пор, но думаю, что стоит его переделать, сделать все довольно-таки надежнее, поменять фурнитуру, и я думаю, что комплект будет носиться мной же. Видео получилось длинноватым, надеюсь, полезным для вас. Спасибо, что взглянули. Буду рада лайку и комментариям. Всем вдохновения и творческих успехов. Приходите еще. Всем пока.